Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Так, почитала я ваши комментарии, вроде бы как хотите, да, чтобы я на мужчин все-таки иногда делала расклады. Ну, давайте посмотрим, да. Кто-то написал «не надо», ну, кто-то написал «надо», и хочется очень узнать, посмотреть, даже если вот вы не хотите уже быть с ним, интересно иногда. Ну, давайте, да, давайте будем. Вот сейчас как раз хочу посмотреть, где он сейчас и с кем, потому что в прошлом раскладе я увидела, что в конце уже, да, увидела, что он куда-то собирается, либо о какой-то дороге думает, либо он уже в дороге. Сейчас будем это смотреть. Но что-то связано с дорогой. Реально, что-то связано с дорогой. Вот. И давайте, да, сегодня посмотрим, где он сейчас и с кем. Такой вот расклад сделаем. Проговорите его имя, если надо. Можете не проговаривать, а по сигнификации узнаете, кто пришел. Мужчина, давай, приходи. Приходи. Посмотрим твою историю на сегодняшний день, да? Мужчина. Угу. 5 мир выходит. Было уже как-то разочарование, жадность, десяточка, ну как-то сложновато ему. Как потерял что-то, ищет что-то, победы хочет. Много мыслей и разочарований, много боли. Любви настоящей не чувствует на сегодняшний день. И по четверочке и спать хочет, и устал, и нервозность опять же есть такое. Ну, смотрите-ка, тут разочарование, тут страх какой-то, как поиски, как будто кто-то в голову, не знаю, мысли его путает, что-то внушает ему или что такое вот. И здесь как сам себя кусает, и сзади еще кто-то лезет. Ну, вот эту карту тоже показала. А здесь уже вот «оставьте меня в покое», говорит мужчина. Как же я хочу отсюда убежать. А сам по себе-то какой? Двойственный. Двойка пентаклей, двойка мечей. Борешься сам с собой сейчас. Тройка жезлов перевернутая, да, была. Закрытые дороги. Какие-то закрытые дороги, слушайте. Сам по себе человек очень много говорит. С ним интересно поговорить, но только либо на расстоянии, когда он вот позвонил, либо, не знаю, вы позвонили, да, вот такое было когда-то. Либо кому-то, кто не входит в его семью, вот чужим людям с ним интересно. Когда он был с вами, вы вместе сейчас. Туз жезлов, ну как будто бы вы сами с детьми, и его нет. О нем есть только воспоминания и какие-то вещи, что-то такое. Да, король мечей выходит сейчас. Трудно все, трудно, да? Тяжесть. Еще и чертик на дне. Я не вижу вас вместе на сегодняшний день. Либо он сейчас на работе, может быть, он сейчас в командировке где-то, вот отъезд такой, уехал куда-то. Либо вы не вместе уже вот давно. Но я не вижу вас здесь вместе реально. Мысленно, да. Мысленно, да, по вот этой карте. Вы как будто бы в одной руке держите вот этот жезл, да, это воспоминания, это какие-то
может быть, вещи его дома есть, но вы больше как с детьми. Либо, если у вас деток нет, то ну, со своими вопросами, со своими проблемами даже, может, и такое есть. Вот, но как вот он мужчина, да, вышел, здесь король, но здесь тяжесть, здесь даже какие-то шаги друг от друга, они были болезненными. Вы какое-то время за него очень сильно переживали, какое-то время тоска была, тосковали по этому человеку. Потом это все в груз перешло. Поэтому даже если вы вместе, вы все равно хотите других отношений с этим человеком. Либо вы реально уже не вместе, и вот это вот груз разлуки, груз обиды, он давит на вас. Есть такое. Мужчина любит поговорить, реально. Вот я об этом начала говорить, переключилась на то, что вместе вы или нет, но он любит поговорить. Знаете, что еще было? Он сейчас понимает, кстати, что он вам уделял мало времени. Он постоянно был где-то, даже если не в разъездах. Вот когда вы были реально вместе, начинали свою жизнь семейную, да, может быть, вы встречались только, вот вы вместе, и он чувствовал, что да, я хочу быть с ней. Потом он начал чувствовать немножко по-другому. То, что она рядом, все, она со мной, а я вот где хочу, теперь там и буду. Захотел с ней, захотел где-то в другом месте. Вот такие мысли его сейчас грузят, очень грузят. Планов у него по жизни было всегда много. И реально чужие люди всегда и пошутит он с ними, и они его помнить будут. Кстати, у него хорошая память на лица, у этого мужчины очень хорошая память на лица. Рисовать, да, он умеет, но, по-моему, не рисует. Может быть, рисует. У него хорошая зрительная память у мужчины, который пришел сейчас. Вот. И он запоминающийся. Да. Он еще что-то у него такое есть эксклюзивное, можно даже сказать, реально эксклюзивное. У него либо на руке что-то, то ли он боксом занимался, может, то ли повредил руку, и что-то есть, как в косточках искривление, либо какое-то пятно, родинка, родимое пятно на руке где-то. Такое вот. Еще может быть шрам. Я вижу шрам у этого человека. Он мне как в дымке. Вот сейчас хочу сказать, где, а расклад общий, как мелькает. Я вижу на лице, как галочка. Либо, говорю, расклад общий, может быть, и в другом месте. Вот такое я увидела. Ой, поднимается. Зацепила немножко скатерочку. Вот такое я увидела видение по поводу этого человека. Волосы с сединой. Волосы с сединой. Есть седые волосы. И не сильно густые. Может, даже лысоват немножко. Может быть, просто жиденькие. Так. Эй, чего вы перевернутые? Угу. Ну, дальше давайте посмотрим, да? Где он сейчас, с кем он сейчас. Первый вопрос. Какие чувства у тебя, мужчина, к девушке, которая сейчас смотрит? Дом, милый дом. Я хочу быть с ней. Нам по судьбе было вместе быть. Но она на меня злится, сердится.
Двойственно. Очень хочется назад вернуться и что-то изменить. И очень хочется выбраться из какого-то проблемного жизненного пути. Он вас любит, но любит воспоминаниями. Фортуна опять выходит. Как он верит в фортуну? Он верит в колесо судьбы. Он, может, иногда говорил даже вам: оно так, как должно быть. Что ж поделать, если не так, как хочется? Хотя сам он будет всегда добиваться то, что он хочет, что ему хочется, что он хочет. Но не всегда, если в чем-то сомневается. Он в вас сомневается. Ты сомневаешься в девушке, которая сейчас смотрит? Дорога. Да, у него неправильные мысли о вас на сегодняшний день. Он как будто бы глухой. Это было или это продолжается? Это продолжается. Башня. Разрушение идет до сих пор. Хотя по башне он может начать понимать, что он что-то недопонимал, не слышал и не видел вас такую, какая вы есть. Он вас нарисовал себе. И никак не хотел видеть вас в своей жизни вот такой, какая вы есть. Он, я даже не знаю, как его назвать сейчас, он как заблудился. Из-за кого, из-за чего ты заблудился? Со спины, видите? Ему кто-то сделал так, что он сам себе все испортил. И это точно не вы. Это вот он испортил себе с вами отношения. Кто-то влез со спины, кто-то сделал так, кто-то сказал так, что он повелся. И он сейчас как будто бы вот выходит из каких-то сложностей в понимании. Ну, такое. Растерянный на сегодняшний день человек. Опять растерянный. Да, он делает, что хочет. Иногда, кстати, держит себя как на цепи. Иногда себе не позволяет многое. Есть такое, есть такое. Такое впечатление, что он этим хочет оправдать себя, что он не всегда плохой, он же бывает и хорошим. Он может не дать себе то, что очень хочет, ради кого-то вроде бы. А ради кого-то это такая глупость. Никому этого не надо. Он просто себя хочет показать, типа он исправился. Я такой, какой я есть, может сказать. Или я вообще не такой, а вот сейчас ради тебя я вот такой. Только для тебя. Но он ошибается. Он всегда ошибался. Любит гостей, любит побыть один. Немного привлекательный, а иногда много сильно привлекательный. Но он притягивает людей, он притягивает женщин. Многие хотели быть с ним, есть такое. Есть такие, которые злятся на него, что он с ними не стал заводить отношения. Есть такие. Башня опять выходит. Ему надо свою жизнь стабилизировать. Башня разрушения. Ему надо свою жизнь стабилизировать обязательно. Он сейчас занят какими-то делами. Делами, мыслями. У него есть брат, либо друг, мужчина, парень,
брат либо друг, с которым они обсуждают какую-то болезненную и конкретно весомую тему по поводу женщины, по поводу денег, по поводу собственного дома. И это как чем-то связано. Это как одна тема, они разные, разветвленные, да, такие вот, но оно как будто воедино собирается. Вот с каким-то мужчиной он обсуждает деньги деньгами, но деньги и юридические вопросы приходится ему решать, да, по поводу денег. Где взять, сколько, куда отдать, какие документы подписать. Он это решает. Но и в то же время еще и почему нет любви в моей жизни обсуждает, и что в мой дом нужно сделать, чтобы я наконец-то был счастлив. Подскажи, говорит мужчина, которого вы загадали. Ну, либо который пришел просто, да. Ага. Он считал, кстати, что это вы хотели семью больше, чем он. А теперь он хочет семью больше, чем вы. Он как будто не созрел, когда был в отношениях с вами. Либо дозревает тихонечко сейчас, если вы в отношениях до сих пор. Да, он действительно так. Он считал, что это вы хотели семьи больше, чем он, что это вы заставили его, допустим, жениться на себе. Да, он может это говорить другим людям. Что вы захотели ребенка, он пока не знал еще, надо ли ему это. Было такое, он разговаривал с кем-то, он говорил это. Возможно, даже вы знаете об этом. Он мог говорить, вот плакаться, говорить, жаловаться, что вы его притесняли. Вы императрица. Но по поводу него вы вечно разочарованная, агрессивная. Чего вы хотите, он так и не понял. Ух, какой ты жалостливый. Правильно я хоть слово говорю про него? Жалостливый. Ну, какой-то вот, ну, жаловаться, да, он жаловаться может. Он хочет, чтобы его утешили. Знаете, ему бы учиться на своих уроках, ошибках, у него бы цены не было. Или от него, или к нему. Но не получается. Не получается у него. Он как запутался, реально запутался. В каких-то своих, не знаю, кстати, он еще и у него предрассудки какие-то есть. То не делай, это не туда не ходи, такое тоже есть. Прошлым, если он будет жить прошлым, он не исправит свою жизнь. Если он все-таки подумает о своих ошибках, да, он может исправить. Но он сейчас не с вами. Даже если вы не развелись, допустим, да, еще до сих пор и не хотите развода, либо вы не разошлись окончательно, просто вот так сказать. Но он сейчас не с вами. Он сейчас где-то вот дорога, колесница, где-то при дорогах своих. Да, он может, кстати, быть... Ну, давайте 3 карты прошу. Вот разговор ведет с каким-то человеком по поводу своих каких-то вопросов, жизнь, дом, деньги, пентаклевая карта. Вот он сам выходит. Ну и 7 мечей — это обман, и сам кого хочешь, может быть, обманывает, чтобы только себе плохо не подхватить, не сделать. Либо кто-то его обманул и пустил куда-то. Он может быть сейчас не дома, а даже где-то далеко за границей. Либо он думает об этом, что как бы отсюда уехать. Как бы отсюда уехать. Может, в другом городе, может, из села хочет выехать в город. Может, наоборот, вернуться в село. Но у него мысли реально дорогой какой-то заняты. Какой-то дорогой. Основной на сегодняшний день для него. А что ты будешь иметь с этой дороги? Он хочет с вами быть вместе. Он хочет через что-то перескочить, и как будто бы эта дорога
влияет и будет влиять на то, чтобы вы были заново вместе. Встречи с вами хочет вернуться, если либо уехать и заработать, и с денежкой приехать, либо он постоянно ездит или ходит к какому-то человеку, чтобы с ним общаться, что-то решать, какие-то дела делать для того, чтобы реально принять какое-то решение, подняться, может, по карьере, да, и прийти к вам с какими-то подарками, красивыми словами. Как-то так. С кем ты сейчас? Туз жезлов. Пятерочка, одинок. Ходит, на что-то оглядывается. Двойственные, как тень и свет. Это он сам даже, так можно сказать. Иерофант. Дама пентаклей, двойственность опять идет. Работа, выбор, какие-то мелкие начинания и тяжесть. Есть какая-то женщина, есть около него, но больше как просто люди, просто общение, это работа, это телефонные звонки. И все. Но какая-то женщина, да, есть, с которой он общается в большей степени. Может быть, его мама, может быть, сестра, может быть, дочка. Какая-то женщина есть. В основном, да, мужчина, с которым он обсуждает что-то весомое тоже. Вот и все. Остальное так. Люди. Любовные отношения у тебя есть на сегодняшний день с другим человеком? Он в одиночестве, нет у него ничего такого. Нету, хотя очень хочется. Устал. Оставьте меня в покое, говорит, я хочу нормальной любви. Хочу нормальной любви, да. Солнце, следующая карта. Нет у него такого ничего сейчас, он просто этого очень хочет и мечтает, что будет. Ты что-то передал бы сейчас? Хочешь передать девушке, которая смотрит? Я, когда буду готов, жди меня. Это рыцарь Пентаклей, и как бы он готовится к тому, чтобы вас встретить, либо к вам приехать. По этой карте, да. Если вы закрыты от него, если вы реально на хорошем таком расстоянии и не ждете его приезда, то что тогда? Ну тогда все равно он надеется, что вы увидитесь. По звезде, да, ответ такой. Я надеюсь, что мы еще увидимся, что у нас еще впереди очень много всего, и мы увидимся. Звездочка вышла на вопрос. Как бы от него вот такое идет. Что еще ты передать хочешь? Я хочу с детьми видеться, либо хочу детей. Чтобы новые дороги чистые открылись, без всяких вмешательств и без всякого плохого чего-то. Я устал печалиться, потому что постоянно никому не нужный, только тебе был нужный. Кстати, да, по этой карте. Он никому не нужный, только вам был нужный. Я хочу тебе... Он жаловаться любит. Вот жаловаться любит. Я хочу тебе пожаловаться, говорит мужчина. Еще эта карта выпадает, думаю, да зачем ему жаловаться-то? Нет, я хочу тебе пожаловаться. Что у меня вообще в жизни? Я хочу пожаловаться и хочу после этого любви. Хочу любви. Рисует себе все в голове, такие вот сказки рисует, надеется, мечтает. Ну и в принципе, можно так сказать, что дороги могут открыться, но не все так гладко. Есть и разбитые моменты, которые он должен преодолеть и исправить. Так что да, ждите его в гости. Он очень этого хочет, реально, уже который расклад. Вот. А вообще, ну, если честно, он пока что не готов, хотя очень хочет. Он не готов, потому что он где-то далеко. Да, он как дурачок, видите, опять такая карта выходит. Бегает, что-то решает, какие-то свои жизненные вопросы. Он пока еще не угомонился. И еще и маг выходит. И маг выходит.
И руки покусанные, как говорится, да, по этой карте. А давайте я все-таки спрошу в этом раскладе. Если вы хотите, соберу сейчас эти все карты общей колодой. Спрошу, если вы хотите с ним быть, потому что я вижу двойственность немножко у кого-то из вас. Надо ли или не надо его встречать. Кто-то да, кто-то говорит, да я так просто смотрю. Кто-то не хочет, очень не хочет, больно сделал. Но здесь мужчина хочет, поэтому я давайте посмотрю, если вы хотите и если вы не хотите с ним, что карты вам скажут напоследок. Если вы хотите с ним быть. Вечером ждите встречу. Он с какой-то женщиной должен разобраться по какому-то вопросу и, скорее всего, как будто бы отрезает ее из своей жизни. Но если это мама, он просто будет с ней спорить, ругаться, ссориться и придет к вам вечером, либо даже ночью по луне. Вот. Либо позвонит вечером, ночью. Вот такое. Будете говорить, да, и он хочет пожаловаться реально. Будет делать выбор. Если у него другая женщина какая-то сейчас есть, он будет с ней как вот на разлуку пытаться выйти. И тогда он к вам придет. Будете ли вы с ним счастливы? Любовь — сила сильная. Если он еще раз вам не сделает плохо, то он больше никогда не сделает плохо. Почему так? Почему так? Почему эта карта? Потому что мужчина не совсем изменился. Он такой же, как и был, но не совсем такой же. Он многое что понял, но не все. Вот. Не все. Если вы его принимаете таким, какой он есть, он больно вам больше не сделает. Просто вы к нему будете по-другому относиться. Ну, я не вижу здесь, слушайте, реально. Ну, любовь есть, видите, все-таки вышла. Все-таки после того, как я сказала, что если вы его примете таким, какой он есть, тогда да, любовь может быть. Видите, какая двоечка выходит кубковая? Это любовь, это сильная любовь, карта сильной любви. Тем более сила вышла. Если сильно любите, будете вместе. Вот. Если вы постоянно будете от него только плакать, то сама судьба, скорее всего, закроет дорогу его к вам. Сама судьба закроет дорогу. Если вы его точно не хотите видеть уже в своей жизни, что вам карты подскажут? Император к вам идет, новый человек. Будете... Вы по-новому узнаете нового человека. Вы даже не будете ожидать, каким может быть мужчина рядом с вами. Вы как будто новое что-то увидите, как кино своей жизни. Он поможет вам выйти из сложностей, он поможет вам воспрять духом, сердечко такое вот заново начнет биться. В вашу жизнь идет любовь, но это новый человек, император. Он как будто руку дает вам, чтобы вы вышли из четверки, и семерка, как выходите из какой-то запутанности и одиночества. Вот, страсть. Вот император, и с вами вот такой вот страсть, новое что-то. И вот и королева жезлов выходит здесь. Новые начинания, новые возможности. Кстати, тот человек, который сейчас приходил, он будет ревновать на расстоянии, но с вами он уже не будет быть. Не сможет быть, не будет быть, не сможет быть. Но он рисовать в своей голове будет, что все-таки когда-нибудь вы встретитесь. И ревновать он вас будет. Ну все, на сегодня все. Такой расклад. Ох, и сложные мужчины в раскладах. Кстати, для вас высшие силы трубят, значит, перемена жизни уже на пороге. Уже на пороге. Ну, как-то так. Оставайтесь со мной, посмотрим в другом раскладе, что там карты говорят, что Вселенная говорит, что ангелы говорят для вашего будущего, да.
что там, какие шаги сделать, на что обратить внимание, чтобы не допустить вечно разбитое сердце. Или даже не вечно, а иногда, не хочется вот этого, надоело уже вот это. Как бы по раскладу чувствую очень это. Оставайтесь со мной, посмотрим. Счастья вам огромное, преогромное, обязательно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик. Так что по колокольчику скоро с вами встретимся. Как только выходит видео, у вас сразу оно уже на канале, на вашей страничке. Здоровья еще раз. Пишите комментарии, да, и если вдруг там что-то не ответила кому-то, уж извините, слишком много комментариев, я очень хочу всем ответить. Самой тоже кое-что надо и в быту поделать. Вот. Но пролистываю, стараюсь, читаю, кому-то что-то отвечаю, да, есть такое. И обязательно для всех читаю молитву на успех и удачу. И здоровье. И здоровье, потому что реально самое главное. Правильно же? Кто здоров человек, все сделается, все исправится. Все, на сегодня все. Еще раз счастья, здоровья вам обязательно. Всего хорошего, увидимся на связи.